Китай поднимает авиацию, пауза затянулась, Пекин готовит военную операцию или снова запугивает весь мир? Новый уровень российской дипломатии. Помощник Путина встретил переговорщиков и отправил их туда, где Россия видит перемирие. Массовое уничтожение. Российские дроны взлетают на воздух. Кто допустил критическую ошибку в обороне? Побег из страны во время войны. Раненого диктатора нашли в Москве. Путин прячет его в своей резиденции? В Вашингтоне озвучили, когда закончится война и кто за это в ответе. Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 16 марта. Спасибо, что вы с нами. Говорим о том, что действительно важно. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. Дроны взлетают на воздух, но никуда не летят. Это не загадка, а сводка Генштаба, и ничего тут угадывать не придется. Кроме того, куда приземлились осколки. Украинские военные нанесли серию ударов по российским военным объектам на оккупированных территориях. По данным украинского командования, под удар попали логистические объекты российских войск в Запорожской области. В районе временно оккупированных Осипенко и Приморского украинские силы поразили склады боеприпасов и места хранения ударных беспилотников. И еще украинская армия атаковала подразделения российской армии сразу на нескольких направлениях. Возле Петровки в Херсонской области, в районе Купянска Харьковской области, а также возле Покровска, Удачного и Шахового в Донецкой. Кроме того, украинские силы нанесли удар по военной инфраструктуре в оккупированном Крыму. По данным украинской стороны, на полуострове была поражена установка ЗРК С-400 «Триумф». О степени повреждений пока не сообщается, как и о потерях россиян в целом. Россия демонстрирует высший уровень дипломатии, равно как и готовность к миру и переговорам. Помощник Путина Юрий Ушаков матом ответил французской стороне, когда та предложила привлечь Европейский Союз к мирным переговорам. Об этом пишет Financial Times. Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: «Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите вы». Советники президента Франции предложили рассмотреть участие ЕС в процессе урегулирования войны в Украине. Таким образом, Москва фактически дала понять, что не рассматривает Евросоюз как участника возможного переговорного формата. Официальных подтверждений этого разговора нет. Видео или аудиозаписи инцидента тоже не публиковались. Информация основана на текстовых свидетельствах дипломатов, которые общались с Financial Times. Изменилась ли позиция с тех пор, непонятно, но то, что она стала жестче, это очевидно. Россия – главная военная угроза в Арктике. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с лидерами северных стран в Осло. Канада и 5 государств Северной Европы – Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия – договорились усилить сотрудничество в оборонной промышленности и безопасности. Мы все делаем значительные дополнительные инвестиции в оборону и безопасность. Мы также согласны с тем, что если каждая страна будет тратить свои деньги по отдельности или без координации, это не принесет должной пользы налогоплательщикам и не обеспечит защиты наших граждан. Речь идет прежде всего о совместных закупках вооружений и более тесной координации в сфере обороны. Карни также заявил, что Канада намерена развивать новые международные союзы и уменьшать экономическую зависимость от США, укрепляя связи с Европой, Индией, странами Ближнего Востока и Китаем. А вот премьер-министр Финляндии сделал очень важное заявление о ядерном оружии и его размещении в стране. На данный момент, говорит ПТР ОРПО, нет планов по размещению ядерки ни у Финляндии, ни у НАТО. Они все-таки встретились. Лидеры должны встретиться следующим этапом. США и Китай начали новый раунд переговоров. Встреча в Париже должна подготовить почву для визита президента США в Пекин. Главным образом говорят о тарифах, поставках китайских редкоземельных минералов и магнитов американским компаниям, ограничения США на экспорт высоких технологий в Китай и закупки Китаем американской сельхозпродукции. Но аналитики предупреждают, что ожидать крупного прорыва в Париже не стоит. Подготовка к переговорам была ограничена, а внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на военном конфликте вокруг Ирана. Поэтому основная задача встречи не заключение масштабных соглашений, а поддержание хрупкого торгового перемирия и подготовка к более важным переговорам на уровне лидеров США и Китая в Пекине в конце марта.
Китай поднимает военную авиацию. По данным Минобороны Тайваня, за последние сутки в районе Тайванского пролива зафиксировано 26 китайских самолетов. Это самый крупный вылет с 25 февраля, когда к острову направляли около 30 самолетов. С 27 февраля Тайвань вообще не фиксировал появление военных самолетов КНР вблизи острова аж до 7 марта, когда 2 самолета появились на юго-западном направлении. Далее регистрировались только отдельные единичные инциденты. В Тайбэе считают, что предыдущая пауза могла быть связана сразу с несколькими факторами. Среди них подготовка к визиту президента США в Китай, который ожидается 31 марта, а также масштабные кадровые перестановки и чистки среди высшего командования Народно-освободительной армии Китая. Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что китайские самолеты пока не выполняют активных действий, но военные корабли КНР продолжают находиться возле острова, поэтому угроза остается. Хаменеи в Москве. Верховный аятолла жив, не очень здоров и не в Иране. Но это не про Али Хаменеи. Медиа утверждают, что нового верховного лидера Ирана Мадждабу Хаменеи тайно вывезли в Москву российским военным самолетом. По данным издания, после эвакуации он якобы находился в одной из резиденций Владимира Путина. Официальных подтверждений этой информации ни со стороны России, ни со стороны Ирана, естественно, пока нет. Сообщение основано исключительно на источниках иранской газеты. В США уже говорят не о долгом конфликте, а о счетчике на неделе. Война с Ираном может закончиться в ближайшее время. По словам министра энергетики, после этого на рынок вернутся объемы нефти, а цены на топливо пойдут вниз. Конфликт завершится в ближайшие недели, и после этого мы увидим восстановление поставок и снижение цен. Да, мы прекрасно понимали, что будут краткосрочные перебои. Это немного повысит цены для американцев. Но сегодняшние цены все еще значительно ниже тех, что были при администрации Байдена, когда они фактически уговаривали, торговались и подкупали Иран, чтобы он вел себя лучше. Но ключевой узел всей войны, Ормузский пролив, Райт дал понять, в Вашингтоне заранее готовились к сценарию его блокировки. Он подчеркнул, что через этот маршрут идет энергия, от которой зависит Китай, Япония, Южная Корея и другие страны Азии. Поэтому по логике США открывать пролив должна уже не только Америка, а широкая международная коалиция. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. При этом Белый дом дает понять, сначала добить военные возможности Ирана, а только потом стабилизировать рынок. Ну а тем временем попытки стран Ближнего Востока запустить мирные переговоры между США и Ираном провалились. По данным Reuters, и Вашингтон, и Тегеран отказались начинать диалог. Оман и Египет пытались выступить посредниками, но США заявили, что сейчас сосредоточены на продолжении военной операции. В Белом доме подчеркивают, что Дональд Трамп намерен продолжать кампанию до максимального ослабления военных возможностей Ирана. Тегеран также отверг переговоры, там заявили, что не будут обсуждать перемирие, пока США и Израиль не прекратят авиаудары и не согласятся выплатить компенсацию. Кому война, а кому процентики и продажи. По числу миллиардеров Россия сейчас занимает 5-е место в мире. Впереди остаются США, Китай, Индия и Германия. Несмотря на войну и западные санкции, число долларовых миллиардеров в России продолжает расти. К 2026 году их количество достигло рекордного уровня 155 человек. Такие данные приводит журнал Forbes. С начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году число сверхбогатых россиян увеличилось почти вдвое. Тогда Forbes насчитывал около 88 долларовых миллиардеров. За 4 года их совокупное состояние выросло более чем в 2 раза, примерно с 320 миллиардов долларов до почти 700 миллиардов. Экономисты объясняют этот рост несколькими факторами. В первые годы войны высокие мировые цены на нефть, газ и металлы принесли огромные доходы российским сырьевым компаниям. В результате резко увеличились состояния крупнейших промышленников, среди которых, например, владельцы металлургических и горнодобывающих корпораций. Дополнительную роль сыграло укрепление рубля в 25-26 годах. Рост курса примерно на 16% позволил конвертировать часть рублевых активов. По оценкам аналитиков, только за счет валютного эффекта состояние российских миллиардеров выросло примерно на 80 миллиардов долларов. Появились и новые участники списка. В 2026 году заметно выросло число миллиардеров из аграрного сектора. 7 из 14 новичков списка сделали состояние на сельском хозяйстве и экспорте продовольствия. Кроме того, десятки крупных
крупных бизнесменов имеют отношение к оборонным контрактам. С 2014 года компании, связанные с 81 миллиардером, получили военные заказы примерно на $3 миллиарда. При этом значительная часть богатейших предпринимателей находится под западными санкциями. По различным оценкам, ограничения введены против большинства крупных российских миллиардеров. Тысячи сторонников премьер-министра вышли на марш в честь национального праздника 15 марта, годовщины начала революции. Акция прошла за 4 недели до парламентских выборов, которые могут стать для Виктора Орбана самыми сложными за последние годы. И по его риторике и действиям сейчас видно, что он готов пойти на многое, чтобы вырвать победу. А по лозунгам его кажется, что многое поставлено на карту личного. Нас ждут 28 тяжелых дней. Нам нужно не столько голосов, сколько было 4 года назад, а больше. Мы должны обновить наш антивоенный союз. И 3 миллиона голосов должны стать не потолком, а порогом. Мы должны не просто достичь его, а превзойти. Мы должны добиться исторической победы, потому что следующее правительство будет нести историческую ответственность. У нас есть знания, но у нас нет голосов. Орбан строит кампанию вокруг темы войны, заявляя, что его оппоненты якобы готовы втянуть Венгрию в войну в Украине. Одновременно свои массовые мероприятия провела и оппозиция. Главным соперником партии Орбана Фидес на выборах считается движение ТИСа во главе с Петером Мадьяром. По большинству опросов именно эта партия сейчас лидирует. А в прошлом выпуске Трамп теряет контроль, в Пентагоне не просчитали ключевые риски, и теперь война может превратиться в бесконечную. Радикальное решение президента, депутатов начинают отправлять на фронт. Мирные переговоры тем временем фактически в нокауте. Флот уходит на дно, теряя важные корабли, армия, оружие и технику, а Генштаб признает потери. Посмотрите, если не видели, встретимся уже вечером.